Привет! Вы знали, что можете разработать своего собственного Telegram-бота всего за вечер? Сегодня я хотел бы рассказать вам, как накодить бота в Телеграме с помощью нейронок за пару простых шагов. Для этого я расскажу вам, как устроен бот, какие программы вам для этого понадобятся, и расскажу о некоторых тонкостях, которые нужно иметь в виду, когда работаешь с нейронками. Но сначала пару слов о том, зачем вам использовать код. Сейчас на рынке есть множество лоу-код и ноу-код решений, которые заявляют, что вы сможете собрать своего собственного бота из, так сказать, кирпичиков, но просто нажимая на кнопки на специальном сайте. И вроде бы все это выглядит довольно просто, и есть удобные видеоинструкции, а минусы, как говорится, будут? Да, и целых два. Для начала, после того, как вы потратите свои первые 3 суток на поиски нужной кнопки, вы можете переосмыслить для себя простоту редактора, в котором работаете. Кроме того, рано или поздно неизбежно окажется, что нужной кнопки попросту не существует. Понимаете, разработка — процесс сложный, и чтобы его упростить до просто нажимания на кнопки, нужно срезать углы тут и там, упростить некоторые вещи, в общем, сделать все куда более примитивным. В общем, по итогу вы хотите сделать в своем боте что-нибудь вроде, я не знаю, сортировки пользователей по алфавиту, или хотите, чтобы на аудиосообщение бот каким-то специальным образом отвечал, но после тщательных поисков вы не находите видеоинструкции, которая с этим поможет, и в техподдержке отвечают, что такой возможности, к сожалению, пока не завезли. И вот, чтобы добавить нужную фичу в свой проект, вы зовете профессионала, и он пишет костыль. И поздравляю, в вашем ноу-код решении теперь есть код, который нужно обслуживать, за которым нужно следить, который нужно будет дополнять, если вы хотите как-то что-то дополнить. И в какой-то момент все это может стать так сложно, что проще с самого начала начинать с кода. В общем, у лоу-код и ноу-код решений есть свои ограничения. Раз уж вы открыли это видео, возможно, код вам ближе. И это хорошо. Код дает нам куда больше возможностей в плане творчества, потому что кодом можно запрограммировать почти что угодно. Почти что угодно. Для того, чтобы разработать вашего Telegram-бота, понадобится обзавестись несколькими штуками. На ваш компьютер необходимо скачать Python, приложение Git, Docker. Вам понадобится скачать курсор или похожее приложение для вайп-кодинга. Также понадобится купить VPS-сервер. Это обойдется вам примерно в 500 или 700 рублей в месяц. Я расскажу вам обо всем этом чуть позже, но сначала, раз уж мы коснулись темы сервера, я хотел бы рассказать вам о некоторых юридических особенностях работы с русскими пользователями. Видите ли, не так давно стал очень актуален 152-й федеральный закон, который рассказывает о том, как правильно хранить данные россиян. И закон составлен довольно-таки мыльно и, в общем-то, касается практически всех данных. То есть буквально любые данные на пользователей, которые у вас есть, необходимо хранить специальным образом. И это означает, что практически любой проект в интернете, который реагирует не на всех пользователей совершенно одинаково, попадает под действие этого закона. 152 ФЗ требует от вас, во-первых, чтобы у вас была политика персональных данных, о которых нужно уведомлять посетителей при первом появлении. Они должны ставить галочку «Ознакомлен». Второе, необходимо уведомлять Роскомнадзор о том, какие именно вы собираете данные. Третье, и, в общем-то, самое тяжелое, вы должны использовать специальный сервер, который стоит в 1,5 раза дороже обычного и специальным образом регламентирован. Сервер, разумеется, находится в России, и Telegram на нем недоступен, а это означает, что придется брать второй сервер для самого Telegram-бота, а первый будет использоваться для хранения данных. Все это нужно как-то между собой соединить с помощью VPN, и эта задача не самая простая, наверное. За это не так часто штрафуют, но за первое нарушение штраф 50 тысяч рублей. Да. В общем, для простоты в рамках этого видео я буду считать, что мы делаем бота для Казахстана. Чтобы сделать хорошего Telegram-бота, вы должны представлять себе некоторые технические детали бота и особенности вашего проекта. Поскольку мы делаем проект с помощью нейронки, нужно ей тщательно объяснить, что вы хотите получить. Это напоминает мне историю. Человек поймал всемогущего джинна, который исполняет любые желания, и говорит ему: «Хочу обрести счастье». И джин дает ему бутерброд с колбасой. Мораль? Нужно было четче подбирать формулировки. Нейронки склонны выполнять ваши запросы максимально лениво. Чтобы получить хороший результат, вы должны хорошо представлять себе, что хотите получить, и желательно описать это сразу. Когда я говорю о точности, речь не идет о том, будет у вас много текста или мало, или какие будут картинки, хотя такие вещи очень полезно держать в голове, чтобы визуализировать свой проект и было проще о нем думать.
Нам нужно понимать, какие данные пользователь должен получить от бота, а какие данные, наоборот, передать боту. Как именно бот изменяет эти данные, о чем он должен помнить по итогу, чтобы нейронка поняла, как именно их нужно хранить. Если вы не будете четко понимать, чего хотите, нейронка сделает все сама, и, как правило, это вам не понравится. У нейронки нет творческого видения, а разработка, как ни крути, это творческий процесс. Я разработчик-фрилансер, и каждый раз, когда клиент делает у меня заказ, я начинаю с того, что спрашиваю у него, как он представляет себе проект, что должен видеть пользователь, ну и еще ряд разных вопросов, которые могут уточнить задачу и могут сильно повлиять на то, будет ли проект делаться день или неделю, и, конечно же, это влияет на стоимость. И неоднократно бывало такое, что я доносил до человека, что его бот намного сложнее в реализации, чем казалось изначально, и человек вообще мог передумать в это лезть. Это все важные вещи, которые следует держать в уме. Многие люди беспокоятся, что нейронка их заменит, но пока мои клиенты не будут знать основ, о которых я только что рассказал, я в безопасности. Отдельно я хотел бы рассказать о использовании LLM и нейронок вообще в ваших проектах. Когда речь идет о современных крутых генераторах текста, например, есть соблазн поверить, что они могут решать любые задачи, которые может решить человек, потому что они говорят как человек. Но это иллюзия. Я сделал много проектов, связанных с нейронками, но когда ко мне обращались, допустим, с предложением сделать бота-помощника юриста или бота-помощника молодых мам и беременных женщин, я отказывался от таких проектов и очень старался переубедить заказчиков, что такого бота делать вообще не следует, потому что это крайне неэтично. Мы никак не можем гарантировать, что бот не даст какой-то дебильный совет, и это не приведет к непоправимым последствиям. С другой стороны, вполне можно довериться нейронке для каких-то более простых задач. Не говоря уже о том, что есть задачи, которые вообще не требуют высокоуровневой текстовой генерации. Если нам требуется, допустим, отделять хорошие отзывы от плохих, а потом как-то их оценивать по разным шкалам, то для этого может подойти обычный текстовый классификатор, который куда проще и дешевле, чем какой-нибудь интегрированный чат GPT. Такой классификатор можно спокойно поднять локально на не очень мощном сервере. В принципе, это все вполне реализуемо, хотя требует чуть больших навыков, чем то, о чем мы говорим сегодня. В общем, постарайтесь хотя бы примерно оценить сложность проекта, а также какие данные должен получить пользователь и должны получить вы. Описать все это в вашем промпте нейронки максимально подробно. А еще лучше опишите это в техническом задании, которое приложите к промпту. Все, что вы не придумаете сами, нейросеть придумает за вас, и, как правило, она будет действовать максимально лениво, хотя может придумать, наоборот, что-нибудь дико странное и лишнее. Нейросети могут внезапно облажаться без профессионала, который их контролирует, поэтому, если для вас это too much, вы всегда можете обратиться ко мне. Теперь я хотел бы рассказать вам о технологиях, которые вам понадобятся для разработки бота. Начать следовало бы с того, чтобы скачать какой-нибудь редактор кода. Например, я использую обычно Курсор. В Курсоре нужно будет купить месячную подписку за $20 в месяц. Поверьте, без этого никак, это просто путь во тьму. Нет, вы можете, наверное, использовать бесплатный чат GPT или DeepSeek, а потом вручную копировать оттуда много-много файлов с кодом, но будет трудновато, особенно когда проект раскочегарится. Также в какой-то момент понадобится купить VPS-сервер. Если на сервере или на компьютере у вас нет Python, установите его. На данный момент последняя версия — это 3.14, пожалуйста, это must-have. Вам понадобится установить на ваш компьютер Git и Docker. И все это должно быть на вашем сервере также. Я сейчас расскажу об этих технологиях чуть поподробнее. Git — это способ хранить ваш код и обновлять его на сервере. Я вам гарантирую, что вы будете загружать ваш код на сервер и обновлять его несколько раз уже в первый же день, так что без Git вам никак не обойтись. Создайте открытый репозиторий на GitHub и синхронизируйтесь с ним. Я не буду сейчас распространяться, как именно это сделать, видео и так получается довольно большим, но вот команды, которые я использую на постоянной основе каждый день, и они вам пригодятся, просто имейте в виду, что такие существуют. После того, как вы запустите своего первого бота, имейте в виду, он проработает только пока вы не выключите компьютер или не закроете монитор. В общем, чтобы обеспечить постоянную работу бота, нужно использовать Docker. Docker — это программа, которая позволяет упаковать ваш проект в образ, а потом смонтировать его где-нибудь на сервере и не думать о тонкостях реализации. Он будет работать точно так же и там, и тут. Так что установите Docker на ваш компьютер и на ваш сервер. Это делается в пару строчек в случае с сервером, но на винде понадобится чуть побольше времени, но в любом случае, я думаю, у вас все получится. За работу с докером в вашем проекте отвечают файлы Dockerfile, Docker Compose и Docker Ignore. Я расскажу о том, как избежать очевидных ошибок там чуть попозже. Вот команды, которые потребуются вам для работы с докером.
Что касается базы данных, то почти наверняка она нам нужна, и я рекомендую использовать SQLite. Она очень простая, и файл с базы данных будет лежать в вашем же проекте. Нужно проследить, что этот файл будет в gitignore и не будет в docker-ignore. Файл env содержит все ключи вашего бота. Допустим, будет токен, который позволяет Телеграму понимать, что речь идет именно о вашем боте, и он лежит в env. И все остальные чувствительные данные тоже лежат в env. Env, разумеется, должен быть внесен в gitignore, и это означает, что мы переносим его на сервер как-то иначе, не с помощью гита, а вручную, так сказать. Разумеется, env должен быть внесен в gitignore, чтобы мы не перемещали его на публично доступный репозиторий. Сейчас пара слов про Telegram API, или API, как я его буду по-колхозному называть. Что вообще такое API? Это Applicational Programming Interface, или программируемый интерфейс приложения, или как-то так. В общем, это способ одной компьютерной программы общаться с другой. Представьте, что вы делаете сервис для предсказания погоды. Дела идут хорошо, у вас много клиентов, но кто-то хочет получить доступ к вашим данным для своего собственного приложения. Он будет делать кучу запросов. И вы предоставляете ему легкий способ делать эти запросы, как правило, за большие деньги. Это и называется API. Если вы хотите, чтобы ваш новый проект работал с чатом GPT, вы покупаете API от OpenAI и получаете какой-то лимитированный доступ. Теперь за каждый запрос вы платите какие-то там центы. Для этого вам нужно положить деньги на свой аккаунт и получить API-ключ, по которому ваше приложение сможет общаться с сервером OpenAI. В общем, так работает API. Работать без API, то есть получать доступ к информации в обход, это не только сложно, но и зачастую незаконно. И вполне может быть такое, что даже если вас за это не забанят, то на сайте просто передвинут пару кнопок, и ваше приложение поломается. Так что я рекомендую все-таки обычно работать через API. API Telegram бесплатная, причем у него есть два API. User API используется для аккаунтов таких, как у нас с вами, то есть обычных человеческих. Но, чтобы вы теперь знали, среди таких аккаунтов есть и боты. Также у Telegram есть бот API, и имя с его помощью написано все, что принято называть Telegram-ботами. Боты в Телеграме относительно пользователей сильно урезаны в правах. Скажем, они не могут самостоятельно вступать в группу, иначе бы Telegram был забит спамом еще больше. Таким образом, сегодня мы будем работать с бот API. В нашем проекте за связь с Telegram будет отвечать библиотека Python IOgram. Она как раз использует бот API. Еще кое-что о тонкостях реализации. Telegram-бот может быть реализован с помощью веб-хуков или с помощью полинга. Не обязательно сейчас понимать все эти слова, просто имейте в виду. Веб-хук — это чуть более профессиональный подход, который требует, чтобы вы купили доменное имя и SSL-сертификат. Причем телега еще даже не всем SSL-сертификатам доверяет. В общем, сегодня мы обойдемся пока полингом. Это более простой подход. Итак, давайте сформулируем, какого бота мы хотим, и зададим это в курсор. Мы должны отлично продумать, как пользователь будет взаимодействовать с ботом. В качестве примера я бы хотел сделать простого лендинг-бота. Итак, мы делаем бота, который записывает людей на вечеринку. Продумаем, какие данные получит пользователь, а какие мы. Пользователь заходит в бота, он оставляет там свое имя и телефон, и он получает информацию о месте проведения вечеринки. Также мне, допустим, интересно было бы узнать, как он о нас узнал. Через друзей, через сайт, из-за рекламы или как-то еще. Пусть это будет выбором из нескольких вариантов. Как-то так, довольно просто. Теперь продумаем максимально подробно, как это вообще будет выглядеть для пользователя. Вообще, разумеется, общение с ботом в Телеграме обеспечивается посредством сообщений, и сообщения могут быть любыми. Обычный текст, текст с картинкой, видео или аудиосообщение, кружочек, что угодно, допустимое в Телеграме. Бот может запоминать или реагировать на любое взаимодействие пользователя, допустим, реакция, ответное сообщение или клик на кнопку. Кстати, о кнопках. Telegram поддерживает два вида кнопок — inline-кнопки и reply-кнопки. Я всегда использую inline-кнопки, потому что они работают куда стабильнее и удобнее. Итак, взаимодействие пользователя с ботом будет строиться на том, что он в основном будет нажимать на кнопки и куда-то попадать, или, возможно, что-то вводить. Чтобы продумать, как бот будет работать, я предлагаю составить схему. Это может быть BPMN-диаграмма или блок-схема, но я вообще сделал вот так. Это просто схема сообщений, которые соединены друг с другом через кнопки. Здесь у нас есть главное меню, в которое пользователь попадает сразу после старта бота, и там есть кнопки «О нас», «О боте» и «Регистрация» в самом верху. По нажатию на кнопку «Регистрация» пользователя спрашивают его имя, его телефон, а также предлагается выбор из нескольких вариантов, как он о нас узнал. После этого все, кнопка «Регистрация» пропадает, и доступны только кнопки «О нас» и «О боте».
Разумеется, должна быть кнопка «Назад» для возвращения в главное меню. Ну и, разумеется, в конце анкеты должно быть какое-то сообщение «Спасибо за ответы». Теперь давайте подумаем о том, что будет по итогу происходить с данными, которые вводят клиенты. Я думаю, можно сделать так. Во-первых, пересылать данные каждого клиента на мой Telegram-аккаунт. Если, допустим, у нас будет меньше 50 человек, в этом легко можно разобраться. Во-вторых, я думаю, можно подключить Google Sheets API, чтобы все данные складировались в Google таблицу. Там их можно будет удобно посмотреть. Итак, у нас есть проект, связанный с Telegram API и Google API. Чтобы работать с этими API, мы должны получить от Telegram и от Google ключи. В случае с Telegram все довольно просто. Вы должны найти в Telegram бота под названием BotFiler и создать там нового бота. После того, как вы получите токен, он будет использован в вашем проекте в качестве ключа. Когда речь идет о Google Sheets, то получение ключа в консоли Google — это нечто более сложное, сейчас я покажу инструкцию. Помните, что вы можете погуглить все, что непонятно. Этот ролик я пытаюсь сделать максимально легким, чтобы кратко пробежаться по всем темам. Теперь мы, наконец, можем перейти непосредственно к разработке. Первым делом скачаем приложение Курсор. Правда, вы не пожалеете, оно того стоит. Просто скачайте его и оплатите подписку за $20 в месяц. Также касательно программ. Не забудьте, что на вашем компе должны быть установлены Python, Docker и Git. Создайте новую папку, откройте ее в Курсоре и теперь проверьте наличие Git и Docker в системе с помощью вот таких команд. Необходимо настроить совместную работу с Git'ом. Вы можете воспользоваться туториалом из интернета. Если все сделано правильно, то любые изменения в проекте отображаются как кандидаты для отправки в Git или наоборот стирания. Вы можете сохранить изменения команды git commit и затем отправить на GitHub командой git push. Хотя можно обойтись и просто кнопками в редакторе. Внесите какие-нибудь изменения в проект и проверьте, что работа с Git'ом идет как надо. Думаю, я начну с файла gitignore. Некоторые вещи мы не хотим отправлять в Git. Например, это наши ключи, которые будут лежать в файле env, а также бесполезные для других устройств файлы PyCache. Эти наименования должны быть отражены в gitignore, как и все другие файлы, которыми мы не хотим светить. Наши ключи мы передадим на сервер отдельно от Git'а. Теперь, когда мы поместили в gitignore все, что нужно, мы можем отправить это в наш новый репозиторий. Как видите, в репозитории сохранились все нужные данные. Сейчас мы можем обновить информацию, она опять новая попадет в репозиторий. Как видите, новые данные успешно сохранены в репозитории. Также мы можем просто отменить данные вместо того, чтобы сохранять их. Теперь вы умеете пользоваться 3 кнопками для сохранения кода, с чем вас и поздравляю. Мы создаем файл .env и кладем туда bot-токен. Также мы кладем в .env table ID, то есть ID нашей таблицы, которую мы получаем из ссылки на таблицу, и credentials.json. Если, конечно, мы вообще работаем с таблицей, может быть, ваш проект не предполагает Google таблицу. В вашем ключе в поле «Клиент email» лежит почта. Не забудьте выдать ей редакторский доступ в вашей таблице. Теперь вы можете приступить к написанию промпта. Промпт должен описывать придуманную нами схему того, как будут работать сообщения. Создайте в вашем проекте папку Data и, если вы хотите, чтобы в боте были картинки, то пишите их название непосредственно в промпте, чтобы нейронка курсора все поняла. Нужно перечислить в промпте используемый стек, и у нас это Python, IAgram 3, Docker и Docker Compose. Также упомянем в промпте env, gitignore и SQLite. В совсем простых проектах можно обойтись и без базы данных, но пусть все-таки будет. Далее максимально подробно излагаем нейронки, как бот должен выглядеть и себя вести, куда должны попадать по итогу данные. Кстати, я совсем забыл, что они должны не только сохраняться в таблицу, но и пересылаться на Telegram ID. Это ничего, я просто придумаю новую переменную, положу ее в env и напишу про нее в своем промпте. Кстати, получить свой Telegram ID можно вот в этом боте. После этого запускаем генерацию и ждем. Курсор может задать уточняющие вопросы, возможно, мы что-то не уточнили или не продумали.
Когда генерация завершится, нужно проверить несколько вещей. Во-первых, все нужные ключи должны быть. Токен-бота и ваш user ID в Env, и credentials.json, и table ID в Env, если нужно. Если ваш бот связан с ChatGPT или другим API, ключи от них также должны быть в Env. Проверьте, что в Docker Compose база данных есть в списке томов. Проверьте, что Env и Credentials и другие чувствительные файлы, упомянутые в Gitignore, не упомянуты в Docker-Ignore. После этого давайте наконец попробуем использовать нашего бота. Открываем консоль и пишем Docker Compose app build. Если все правильно, должен начать монтироваться проект. Тут важно прочитать все по-английски или просто кинуть результат в нейронку справа и попросить объяснить. Возможно, вы не установили Docker, возможно, из-за отсутствия VPN Docker плохо работает, а может просто проект сгенерировался с ошибками и курсор сейчас все исправит. Бот запустился. Это прогресс, и я предлагаю его сохранить. Запушим результаты в Git. Затем зайдем в бота и попробуем посмотреть внимательнее, что там происходит. Проходим процесс регистрации. Можно протестировать повнимательнее. Например, мы спрашиваем у пользователя имя, он вводит комбинацию цифр. Хотим ли мы этого? Наверное, нет. Если это важно, то говорим нейронке, что такие вещи должны пресекаться. После этого заходим в консоль и нажимаем Ctrl-Z. Когда завершится генерация, снова пишем Docker Compose app build и монтируем новый образ. Нейронки довольно хорошо исправляют ошибки, кроме тех случаев, когда они их исправляют очень плохо. Давайте проверим, что данные попали в Google таблицу. Да, они здесь. Отлично, бот работает. Но мы хотим, чтобы он не просто работал, а работал круглые сутки. Для этого нужно загрузить его на сервер. Купим сервер. Обратите внимание, что Telegram в России заблокирован, так что использовать следует сервер, находящийся не в России. Есть сайты, где можно купить такой за рубли. Серверы бывают разные. Нам нужен VPS с докером и выделенным API. Он обойдется вам примерно в 500-700 рублей в месяц. После оплаты вы получите IP и пароль. Выглядит это примерно вот так. Чтобы подключиться к серверу, включите VPN и прямо в вашей консоли наберите SSH root, нажмите Enter и введите пароль. Как я уже говорил, вы можете использовать вот эти команды для взаимодействия с Linux. Изучите эту тему подробнее, если хотите погрузиться глубже, но мне этих вот прям достаточно. Убедитесь, что ваши изменения закоммичены на GitHub в публичный репозиторий. После этого воспользуйтесь на сервере командой git clone. Зайдите в созданную папку и с помощью команды nano создайте файл env и положите туда содержимое вашего локального файла .env и credentials, если нужно. В больших фирмах так обычно не делают, но в нашем случае сойдет. Теперь запускаем бота с помощью команды Docker Compose app build и проверяем консоль на предмет ошибок. После этого заходим в бота и в таблицу и проверяем, что все работает как надо. Если наблюдаем какую-то ошибку, копируем ее из консоли или просто описываем нейронки. Не забываем пушить в Git все изменения, которые хотим сохранить, и отбрасываем все, которые не хотим. После этого на сервере применяем git pull, чтобы подтянуть свежие изменения. Используйте Ctrl-Z, чтобы прекратить работу образа. Если все работает как надо, то применяем ту же команду Docker Compose app d. В этот раз мы добавляем в конце d, чтобы образ продолжал работать тихо, не показывая нам результат, даже после того, как мы закроем соединение. И не применяем build, потому что образ уже был смонтирован и не обновлялся с тех пор. Все готово, теперь ваш бот будет продолжать работать постоянно. Чтобы обновить бота, зайдите на сервер в папку с ботом, примените getpool и примените Docker Compose app build d. Если вы хотите заглянуть внутрь образа, чтобы проверить, нет ли каких ошибок, используйте Docker Compose logs f. Сегодня я кратко рассказал вам о самых важных программах для вайб-кодинга и вообще работы с проектами. Это Cursor, Git и Docker. А также о некоторых других важных вещах. По сути, вы можете применять те же самые инструменты для любых других небольших интернет-проектов, не обязательно только для Telegram-ботов. Не знаю, почему я ограничился этой темой в 2026 году. Надеюсь, вы преуспеете в вайб-кодинге. А если нет, вы всегда можете обратиться ко мне. Для меня этот ролик и этот YouTube-канал — это всего лишь небольшая практика, я только начинаю свой путь на YouTube, так что, надеюсь, я смог донести все важные мысли и вам понравилось. Если так, то, пожалуйста, поставьте лайк, это очень поможет развитию канала. А еще вы можете спросить в комментариях, если вам что-то непонятно, и я с радостью отвечу на все ваши вопросы. Всего хорошего и желаю удачи!